Привет, оперативники! Вы как всегда на канале Mbal Gamer, и уже долгое время мы ждали официального девлога по поводу разработки всеми нами ожидаемой и любимой CQB игры под названием War in Arms, а именно аналога той же умершей Area of 2 или Rainbow Six Siege. Но наконец-таки наши любимые разработчики услышали наши просьбы, и совсем недавно ютубер Аймов выпустил новый, 16-й по счету девлог, связанный с разработкой War in Arms. И я знаю, что многим из вас уже просто-напросто надоело ждать открытого альфа-тестирования игры, которая до этого времени была намечена на декабрь этого года. Но, к сожалению, обстоятельства опять изменились, но теперь у меня для вас есть очень хорошие новости, так как наконец-таки у War in Arms появился свой китайский инвестор, который обозначил дату выхода как открытого альфа-тестирования, так и бета-теста и глобального релиза игры. Так что теперь уже в январе следующего года мы наконец-таки сможем поиграть в альфу War in Arms, затем через 2 месяца будет открытое бета-тестирование, и уже наконец в августе 2022 игра выйдет глобальный релиз. В общем, теперь никаких переносов быть не должно, и это точные даты выхода. А пока что только подписчики Патреона, заплатившие минимум 30 евро, смогут принять участие в закрытом альфа-тестировании War in Arms, так что ссылочку на Patreon разработчиков я, как всегда, оставлю в описании по данным видеороликам. Более того, у RankUp Games наконец-таки появились Google сервера, которые они смогут протестировать уже в предстоящем закрытом, а также открытом альфа-тестировании War in Arms. Так что нас определенно ждет стабильные соединения, как во время боя, так и внутри самой игры. Но как по мне, самое крутое именно то, что на данный момент War in Arms очень даже хорошо оптимизирована, и даже на устройстве с 1 гигабайтом оперативной памяти ее будет возможно запустить. При этом, помимо этого, в будущем будет улучшено общее качество картинки, даже несмотря на то, что в нынешней версии игры она выглядит просто ужасно. В общем, я очень надеюсь, что я наконец-таки ответил на всеми вами интересующиеся вопросы, связанные с предстоящим альфа-тестированием игры, так что теперь давайте поговорим о контенте, который в будущем будет добавлен в War in Arms. И да, как вы можете увидеть на экране, это моделька гранаты с наложенными на нее текстурами, которая, если честно, выглядит весьма неплохо и отлично вписывается в общую стилистику игры. Определенно то же самое можно сказать и про модельку смока, а также ловушки, которые, как и в радуге, сбивают всех противников в радиусе своего действия. Так что весь ранее перечисленный в данном видеоролике контент обязательно появится в предстоящем альфа-тестировании игры, но, к сожалению, пока что не стоит ждать появления голосового чата. Он, скорее всего, появится только в бета-тестировании, а пока что разработчики придумали специальную пинг-систему, с помощью которой после глобального релиза War in Arms, если у вас не будет возможности использовать микрофон, вы сможете общаться со своими тиммейтами, используя команды, которые вы можете видеть сейчас на экране. Ну и наконец, какой мобильный шутер без полной кастомизации управления, и уже в предстоящем альфа-тестировании она обязательно будет. Вы сможете менять размер кнопок, делать их более или менее прозрачными, а также передвигать по всему экрану. Также помимо этого разработчики ведут усиленные работы, связанные с улучшением стрельбы с различных оружий. Так что даже на такой ранней стадии разработки War in Arms при стрельбе как с ФАМАСа, так и с П-90 видна отдача и неплохо чувствуется само оружие. Нет, конечно, сама стрельба еще далеко до идеала, но уже сейчас видно, что разработчики двигаются в правильном направлении, и со временем она только улучшится. Также разработчики проделали огромную работу над различными анимациями, которые на минуточку создавал человек, когда-то работающий над Warzone. В общем, если честно, выглядят они просто восхитительно и не уступает таковому, который мы видим в той же Call of Duty Mobile или PUBG New State. Но как по мне, самое крутое именно то, что в будущем в War in Arms появится новая карта, геймплей которой вы можете видеть сейчас на экране. И сразу хочу отметить, что эти артефакты на видео никак не связаны с самим игровым процессом, просто-напросто сам разработчик Мигель Дудетро неправильно записал геймплей. И хоть новая карта до конца не доделана, в ней нет текстур, некоторых дополнительных стен, а также она очень похожа на особняк из умершей Area of 2, она все равно более обширная, проработанная, чем та же карта Азис, которую мы увидим уже в предстоящем альфа-тестировании War in Arms. Но поверьте,
Поверьте, когда разработчики наконец-таки получат деньги от китайского инвестора, все эти недочеты будут исправлены, и игра выйдет на новый уровень. В общем, будем надеяться, что со временем разработчики добавят еще больше игрового контента и улучшат общее качество игры. А пока что мне будет очень интересно узнать в комментариях, какую мобильную CQB игру вы ждете больше всего и почему. А на этом, к сожалению, данный видеоролик подошел к концу. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Балгеймер. Не болейте и играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по War Arms, но и по другим мобильным CQB играм. До скорого!